Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Вы на канале «Русский с Максом», и это диалог для тех, кто изучает русский. Примерно уровня B1. Плюс-минус 1 уровень. А может быть, плюс-минус 2 уровня. Ну, где-то так. Б, да, мы скажем Б скорее. B1 плюс-минус 2 уровня. Вот для этого уровня. Мы сегодня с Юлей будем говорить об одной важной вещи. Юля, почему раньше было лучше? Почему раньше в нашей жизни все было лучше? Мы жили спокойно в России, пока ничего не произошло, все было хорошо. У нас была машина, у нас была там квартира, у нас жизнь была нормальная вообще. А сейчас понимаешь, сейчас мы находимся там, где летом зима, когда лето, и вообще все кверх ногами. Люди ходят вверх ногами здесь, в Аргентине, в южном полушарии. Да, вроде не ходят, смотри, мы не вверх ногами. Все хорошо, все хорошо. Не знаю. Мне кажется, я что... не вверх ногами, а ты? Раньше у людей не было чертовых социальных сетей. Люди не проводили вот так дни напролет. Они проводили их перед телевизором. А до телевизора вообще не было никаких девайсов. Люди гуляли, люди общались, а не вот так вот сидели целый день или вот так. Люди работали в полях. И что? Ты работаешь в поле, птицы поют. А продолжительность жизни какая была раньше, когда было лучше? А медицина? А возможность сделать какую-то простейшую медицинскую операцию в этом поле и спасти человека? То есть ты считаешь, что раньше не было лучше? Ну, я считаю, что да. Ну, то есть... Ты считаешь, что раньше было хуже? Раньше это когда? Раньше это не сейчас, это в прошлом. Ну, если мы говорим, не знаю, в контексте последних 4 лет, мне сложно говорить про то, что вот раньше было хуже, а сейчас лучше, потому что очень сильно поменялись жизни очень многих людей за последние несколько лет. Но если мы говорим про то, что там, в 20 веке было лучше, чем сейчас, потому что в 20 веке не было, не знаю, интернета, или в 19 веке было лучше, чем в 21, потому что все были такие высоконравственные, высокоморальные, а потом мораль что-то как-то немножко упала. Хорошо. Я не согласна. Давай так, смотри. Что обычно, какие доводы люди приводят, когда говорят, что раньше было лучше? Ну, что вот так вот мы слышим? Давай вспомним и попробуем порассуждать на эту тему. Ну, первое, ты хорошо сказала, это нравственность, да? Что раньше все были нравственными, сейчас не очень, да? Вспомним Михаила Юрьевича, да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Вот. Ну, и я уверен, что еще по-моему, там чуть ли не у Сократа, уже у древних философов уже идет эта идея, что вот молодежь уже другая, молодые люди не те, они уже вот... То есть либо мы действительно деградируем постоянно, как-то не похоже, что странно, либо все-таки есть какая-то проблема, почему люди считают, что раньше мы были более нравственными, были, не знаю, более религиозными, более правильными, там у каждого свое. А сейчас вот люди более жестокие, более продажные, глупые и так далее. Ну, я с этим так не согласна. То есть объясни, я согласна с тезисом, что, каждое новое поколение чем-то отличается от предыдущего. Но скорее в лучшую сторону, чем в худшую. Потому что, действительно, это какая-то проблема отцов и детей, да, как у Тургенева, она какая-то вечная.
И действительно, каждое поколение склонно критиковать новое поколение и говорить, что они какие-то неправильные. Возможно, первая причина — это связано с тем, что что-то в обществе меняется, а тебе, как человеку уже взрослому, эти изменения сложно принять. И для тебя эти изменения начинают нести угрозу. И ты думаешь, кошмар, они все сидят в социальных сетях. Но ты при этом 4 часа в день сидел перед телевизором, где ты даже не мог выбирать контент, ты смотрел то, что тебе дают. То есть, если подытожить твой первый не знаю, довод, то как бы формат меняется, но сама суть бесполезного времяпровождения, она была, есть и остается. Была, есть и остается. Если мы копнем, не знаю, в предыдущие века, когда не было там телевизора, радио и какого-то интертеймента... Какого-то интертеймента, такого интертеймента. Говори по-русски, пожалуйста. Извините. Как мне надоели уже эти люди, которые вечно вставляют свои англицизмы. Тогда не было этого интертеймента. Ой, да ладно, ты сам такой. Когда я был большой и, не знаю, strong, и вот... Когда не было таких... Кринж. Что там вы еще говорите? Говорим, да. Ты тоже говоришь. Так вот, мне кажется, что, не знаю, возьмем какую-нибудь там светскую гостиную 19 века. Они же собирались просто, не знаю, посплетничать. А ты имеешь в виду аристократов? Я имею в виду аристократов. Аристократы, да. Дворяне. Аристократы, дворяне тоже не то, чтобы очень... не знаю, осмысленно проводили свое свободное время. Просто, тогда были другие развлечения, тип развлечений меняется. Окей, я понял. То есть, еще раз подытожим, люди, которые сейчас тратят время на... не знаю, Инстаграм, ленты, ТикТок, просто смотрят какой-то вот контент бесполезный, скажем так, просто чисто для удовольствия, то всегда, если мы посмотрим в прошлое, у людей были какие-то бесполезные занятия, которые они просто делали просто для удовольствия. Просто сейчас большее количество людей может позволить себе заниматься бесполезными делами. Смотри, например, если мы говорим про Россию, да, допустим, 200 лет назад, 90%, 85% населения — это крестьяне. Да. Они могут себе, конечно, позволить... Что у нас делал крестьянин? Я не знаю. Как он бесполезно проводил время? У нас идиома есть. Лежать на печи. Лежать на печи. Да? Вот крестьянин лежит на печи и не хочет ничего делать, да? Но все равно большую часть времени крестьяне трудились. Конечно. Хотя и у них наверняка тоже были свои. Короче, если ты не раб, то, наверное, у тебя всегда есть время на какие-то бесполезные дела, больше или меньше. Да, то есть, безусловно, существует зависимость от гаджетов и социальных сетей, это вообще тема для отдельного разговора, но то, что, там, не знаю, подростки, молодое поколение выбирает себе сейчас такие развлечения, автоматически не делает их плохими. То есть не то, чтобы раньше все проводили время за чтением философских книг непрерывно. Правда. Наверное, это правда, да. Наверное, это правда. Хорошо, давай еще один какой-то тезис возьмем. Про нравственность более-менее понятно, про бесполезное время понятно. Что еще такого? Еще очень часто говорят сейчас, люди... потребляют много химии в продуктах, да, я даже
наверное, склонен с этим согласиться, но если мы... И вот люди говорят так, вот раньше, там, давно люди, значит, собирали грибы, ягоды, фрукты, охотились на животных и так далее, и у них не было проблем, они не были, знаешь, рабами системы, и они, значит, вот если ты хочешь есть, ты убил там животное, съел, сорвал фрукт, поел, это не было проблемой, а сейчас ты работаешь только чтобы есть. И вот есть такая вот идея очень часто, и поэтому многие люди выбирают вот эти все варианты жить off-grid, да, вне системы, где-то там. Есть такая мотивация, и она, я понимаю, это все интересно, но суть в чем? При таком образе жизни, когда ты там убивал животное, ел плод, сколько лет ты жил? Ну, продолжительность жизни раньше была... Короче. Гораздо. В 12 лет мальчик был уже мужиком. В 14 у него уже было 2-3 детей. Там в 20 он уже был дедушкой, и в 25... Ну, хорошо. Ну, там 30-40 лет это был вот, ну, максимум. Ну, у нас же много примеров из классической литературы оборотов, типа «пожилая женщина 43 лет». Да. 43 года. Да, в русской литературе пожилая женщина 43 лет. Это бабушка уже просто древняя. 43 года. Сейчас это, ну, зачастую середина жизни, и совсем никакая не дряхлость, ни бабушка, и ничего такого. Да. И потом смотри, что ты сказал. Люди выбирают для себя жить вне системы. Классно, у них есть выбор. Классно, да, я согласен. То есть, а раньше-то его не было? Раньше не было. Раньше вот ты работаешь за еду, у тебя есть 30-40 лет, и все. И поэтому, мне кажется, ну вот, очень часто у нас происходит какая-то идеализация, да вообще всего чего угодно. У русских есть идеализация, не знаю, там, Европы, Запада. У людей на Западе даже... В текущее время есть те люди, кто идеализирует Россию и жизнь в России. То есть это свойственно человеку. И мы часто идеализируем прошлое и думаем, а наши предки, люди давно, они питались здоровее, они ели более естественную пищу. Хотя что значит более естественная, менее естественная? Ну, безусловно, не было каких-то химикатов и прочих веществ, которые помогают эти фрукты и овощи доставлять в любую точку земного шара. Согласен. Да, но с другой стороны, оборотная сторона этого, то, что был голод, не знаю, неурожай, и вот у тебя несколько деревень там погибают от голода. Пример. Сколько детей было у Льва Толстого, ты знаешь? 12? 12, по-моему, 13, если я не ошибаюсь. 13, друзья. И... Сколько из них дожило до совершеннолетия, до 18 лет? Не знаю. По-моему, около половины. Ого. Около половины. По-моему, штук 5 или 6. Короче, около половины. То есть, представляете, у тебя семья из 10, ну, у тебя 10 детей, и только 5 из них доживает до 18-летия. И это у Льва Толстого, у него были деньги, да, был доступ к современной в тот момент медицине. А что было у крестьян? Там родился ребенок, умер, это, ну, то есть... Женщина умирает в родах. Это была привычная ситуация. Да, я вообще очень люблю аргумент, типа, раньше в поле рожали, мол, что сейчас там медицина, врачи, там, не знаю, акушерки, зачем можно рожать дома? Нельзя рожать дома, извините. Вот раньше в поле рожали, а вы все такие нежные. Ну... Почему те, кто говорит, что раньше в поле рожали, а люди сейчас какие-то не такие слабенькие, нежные и прочее, забывают о том, какая была младенческая смертность и смертность среди женщин. Половина сюжета классики, она умерла в родах. Русской классики.
Или Нет, вообще классики. Возьми классическую книгу там 19 века, мать главного героя умерла в родах, при родах, пятым ребенком, там еще что-то. Очень популярный сюжет. Он популярный не потому, что его придумывали. Это то, что происходило повсеместно, и писатели, просто отображали это, потому что это была очень, к сожалению, естественная ситуация. Ну, окей, я с тобой не согласен в том, что ты говоришь, нельзя рожать дома. Мой первый ребенок родился дома, и, не знаю, мне кажется, человек волен сам выбирать, что ему делать. Тут я бы не стал бы так не был бы так категоричен. Но я с тобой согласен с тем, что да, мы часто, когда смотрим в прошлое, в далекое прошлое или в недалекое прошлое, мы очень часто идеализируем и пытаемся как бы воссоздать где-то какой-то идеальный мир. Вот эта вот идея рая, Эдемского сада, из которого мы были изгнаны и в который мы хотим вернуться. Мне кажется, не знаю, может быть, это действительно вот из-за христианской традиции, в том числе у нас такое есть мышление, может быть, по каким-то другим причинам, но вот это возвращение в какое-то идеальное в прошлом, в какой-то идеальный момент, это присуще нам, это характерно нам, людям, мне кажется. Может быть, еще дело в том, что, какие-то нюансы, не то что даже забываются, если мы говорим про то, что было 2 века назад, мы не можем этого помнить, мы тогда не... Выборочно ты выбираешь. Выборочно, да, то есть, вот, окей, там про это было написано что-то, это осталось в веках, а обратная сторона была менее популярна, менее подсвечена, и ты фокусируешься только вот на вот этом вот идеальном хорошем. Не знаю, там вот аристократы проводили время там, на балах, на охоте, там, не знаю, девушки готовились там к этим балам, но как-то при этом забывается, какое было положение женщины в те века. Самое главное, даже забывается не положение женщины, а положение других людей, чтобы эта девушка, чтобы эта дворянка, представительница аристократического рода могла ходить на бал, десятки или сотни крестьян должны всю жизнь трудиться и работать на эту... И это тоже, но эта дворянка идет на бал, чтобы успешно выйти замуж. И это как бы единственная доступная тебе цель, если ты родился женщиной, там, не знаю, в 18 веке. Но это уже мы уходим в корни феминизма, я думаю, мы об этом тоже можно поговорить. Об этом тоже можно поговорить, да. Окей, друзья, итог, наверное, такой. Не нужно идеализировать что-то в прошлом, и, наша личная позиция, что... Раньше не было лучше. Раньше люди не были более нравственные, более здоровые, более там вот какие-то. Но это не значит, что не нужно стараться, например, сейчас есть лучшие продукты, Конечно. избегать там химии, не знаю, насчет ГМО, тут разные есть мнения у разных людей и так далее. То есть об этом всем нужно думать, но не нужно, наверное, идеализировать прошлое. Друзья, что вы думаете? Напишите, оставьте комментарий внизу под этим видео. А если хотите транскрипции и дополнительные материалы к нашим подкастам и видео, то добро пожаловать в membership-программу. Ссылка будет внизу в описании этого видео. Присоединяйтесь. Пока! Всем пока! Да, но трава раньше точно была зеленее. Где? Я вот смотрю... просто выйди на улицу. Ты так не видишь... Завтра зима, поэтому... Даже летом. Раньше все равно ты смотришь на траву, она вот какая-то... У нее такой оттенок салатовый, такой светло-зеленый. Это весной было, Макс. Вот, весной. Я говорю, весной. Раньше точно трава была. Весной была зеленее, а сейчас зима. Это называется времена года. Она придет, весна вернется, все хорошо.